Друзья, всем привет! Мирин Дажо. Неуязвимый человек или чудеса трюкачества. Мирин Дажо – это сценический псевдоним Арнольда Геррита Хенске, получившего известность благодаря невероятным представлениям, где он прокалывал свое тело насквозь различными предметами без крови и вреда своему здоровью. И загадка необычности этих трюков до сих пор будоражит воображение людей, и разгадать ее никто так и не смог. Вообще у этого мужчины с детства жизнь была полна странных событий. Он неплохо рисовал и однажды написал портрет умершей племянницы из Южной Африки, которую вживую он никогда не видел. К своему и не только удивлению, черты лица и даже одежду, которую носила девушка, Дажо изобразил с фотографической точностью. Позже он сравнивал ее фотографии с портретом и был сам изумлен их крайней похожестью. Еще более удивительно было то, что Мирин легко рисовал отличные картины во сне, совершенно не просыпаясь во время творческого процесса, но ничего не помня утром. Самое необычное дело произошло с ним в 1945 году. В тот день ему стукнуло 33. И в качестве подарка он получил серьезное ранение, которое не причинило ему боли и осталось без последствий. Итак, мужчина узнал, что его тело неуязвимо. Это открыло перед ним новые перспективы своей деятельности. Он бросил работу и переехал в Амстердам. Здесь он ходил по барам, кафе, предлагая посетителям проткнуть себя ножом или саблей. Бесстрашная публика делала свое дело и кричала от восторга после того, как Джо оставался в сознании и без единой дырки на теле. И скоро о нем заговорил весь город. Иногда для большего эффекта на своих выступлениях Арнольд ел стекло, лезвие. Особо впечатлительно граждане падали от такого в обморок. Именно в Амстердаме Арнольд взял себе псевдоним Мирин Дажо, что означает «чудо». Затем он нашел агента, который организовал его выступление и отправился для обследования в университет Лайдена, чтобы получить лицензию на выступление. А чуть позже он познакомился со своим верным помощником Яном Дирком де Гротом. Острые спицы и рапиры проходили сквозь сердце, легкие и селезенку Арнольда по 50 раз в день, не причиняя ему никакого вреда. Дажо объяснял этот феномен тем, что его тело дематериализировалось в том месте, где через него должен был проходить металл. Он умел включать и отключать данное состояние усилием воли. Однажды он сломал руку, но сразу же вправил кость, и перелом исчез. Также Ян де Грот рассказывал, что Мирин Дажо был хорошим телепатом и обладал даром целительства, лечил людей в присутствии врачей. Свои таланты умелец продемонстрировал в 1947 году в Цюрихском госпитале. Там же сделали ему рентгеновские снимки. Мирин Дажо выступал не ради материальной выгоды. Он хотел показать миру, что существует нечто за пределами реальности, более могущественное, чем мы представляем себе. Арнольд считал, что люди могут жить вне материального мира. Однако эта реальность и убила прежде неуязвимого человека не снаружи, а изнутри. По крайней мере, так гласила официальная версия его смерти от разрыва аорты. Однажды ангелы-хранители сказали Дажо проглотить иглу, которую потом должны были извлечь хирурги без наркоза. Но операция прошла под наркозом. Может быть, это не понравилось ангелам-хранителям, или были какие-то другие причины, но через несколько дней после отправки Мирина домой тот скончался в своей кровати, положением медитации и со спокойным выражением лица. Злой рок, не более.